Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать вот такие нежные ажурные мотивы. Я их назвала мотивы сеточки. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 203 метра в 20 граммах, и вяжу я нитью в 2 сложения. Вы можете подобрать любую пряжу, под нее крючок, и у нас получатся с вами вот такие нежнейшие мотивы. Вяжутся очень просто. Рассмотрим, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет выполнения последнего ряда вязания. Видите, за счет соединения мотива у нас еще получается дополнительный вот такой красивый узор. И также я буквально несколько слов скажу, как можно из квадратного мотива получить асимметричный мотив и за счет этого сделать вот такой неровный край нашего изделия. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего мотива с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петлю, соединительная. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению первого ряда. 2 воздушные петли подъема, накид, и в колечко провязываю столбик с накидом. Провязали. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид, и в колечко провязываю 2 незавершенных столбика с накидом. Провязываем 1 незавершенный столбик и 2. И общая вершинка. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Обратите внимание, при вязании я ввязываю остаток нити. Накид и еще 2 столбика с общей вершинкой. Первый столбик с накидом незавершенный, второй и общая вершинка. И арочка из 3. 1, 2, 3. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 8 таких арочек. Завершаем выполнение первого ряда. Я ввожу крючок, вот смотрите, вот таким образом захватываю нити моих вершинок и соединительная. Напоминаю, всего должно получиться 8 арочек, и мы можем приступить к выполнению второго ряда и переходим к началу соединительными. Под арочку соединительная. Далее второй ряд начинаем с выполнения 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с накидом. Далее воздушная петля арки, накид, и под эту же арочку выполняем столбик с накидом первый, воздушная, и столбик с накидом второй. Далее воздушная, и теперь под каждую арочку я буду провязывать по 3 столбика. И не забываем провязывать между столбиками воздушные. Столбик с накидом, воздушная первый, столбик с накидом, воздушная второй, столбик с накидом и воздушная третий раз. Далее еще раз столбик с накидом, воздушная, 1, 2, 3 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение второго ряда. Я выполнила воздушную, не забываем, да, и ввожу крючок в 3 воздушную петелечку подъема, соединительная. Второй ряд завершен, и приступаем к выполнению третьего ряда. Опять же под арку я выполняю соединительную. Далее воздушная, и под эту же арочку выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3 и столбик без накида. Арочка из 3 и столбик без накида. Арочка из 3, столбик без накида. Столбики без накида мы выполняем под воздушные.
Вот такой ряд из арочек мы с вами будем выполнять. Всего у нас будет 3 ряда из арочек из 3 воздушных. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Напоминаю, это 3-й ряд нашего мотива. Завершаем выполнение 3-го ряда. Я пропускаю воздушную очень внимательно, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. Ряд завершен, и мы приступаем к выполнению следующего 4-го ряда. Это опять же арочки из 3. Под арку я ввожу крючок соединительная, далее воздушная, и под эту же арочку столбик без накида. Арочка из 3 и столбик без накида под арку. Опять же арочка из 3 и столбик без накида под эту же, прошу прощения, под следующую арочку. Арочка из 3 или 3 воздушная, да, и столбик без накида под следующую арку. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 4-го ряда. Точно так же, как и ранее, я ввожу крючок в вершинку столбика, соединительная. И следующий 5-й ряд у нас будет точно такой же, как и этот. То есть под арочку соединительная. Далее воздушная, столбик без накида. И арочка из 3. Столбик без накида под следующую арочку. Далее опять арочка из 3. Столбик без накида под следующую арочку. Арочка из 3, столбик без накида под следующую арочку и так далее. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Мы продолжаем нашу работу и завершаем выполнение 5-го ряда. Как и ранее, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная, ряд завершен. И мы приступаем к выполнению следующего 6-го ряда. Это у нас будут с вами арочки из 4 воздушных. Под арку соединительная, воздушная и столбик без накида. И далее арочки из 4. 1, 2, 3, 4 и столбик без накида под следующую арку. 1, 2, 3, 4 и столбик без накида под следующую арку. 1, 2, 3, 4 столбик без накида под следующую арку. Так мы вяжем до конца ряда. Единственное, мы не довязываем одну арочку. Я покажу, как ее выполнить правильно и аккуратно. И мы завершаем выполнение 6-го ряда. Как я и говорила, арочку из 4 мы заменяем очень внимательно одной воздушной и столбиком с накидом. Накид я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю столбик с накидом. Моя арочка готова. И очень удобно переходить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у нас точно такой же. 7-й ряд. У нас арочки из 4 воздушных. Столбик без накида. Обратите внимание, я сделала воздушную, столбик без накида. И далее 1, 2, 3, 4. И столбик без накида под следующую арку. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида под следующую арку. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида под следующую арку. И завершать мы будем этот ряд точно так же, как и предыдущий. Мы с вами завершаем 7-й ряд, как и предыдущий. То есть воздушная петля и столбик с накидом. У нас заменяют с вами арочку из 4 воздушных. Провязали. И приступаем к выполнению следующего 8-го ряда. Это арочки из 5 воздушных. Воздушная, столбик без накида под эту же арку и арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида под следующую арку. И далее опять 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под следующую арочку.
Раз, два, три, четыре, пять. И под следующую арочку столбик без накида. И опять же мы с вами вяжем до конца ряда и не довязываем одну арку. Мы завершаем выполнение 8 ряда. И как вы видите, я не довязала одну арочку. Мы ее будем заменять очень внимательно. Я выполняю 2 воздушные петли и столбик с накидом. То есть наша арочка заменяется 2 воздушными и столбиком с накидом. И вот такая получилась у нас арочка, и очень удобно для перехода на следующий ряд. Вот такая сеточка у нас получается, видите, очень просто вяжется, но очень красиво и нежно смотрится. И следующий ряд, опять же, арочки из 5, воздушная и столбик без накида. Очень внимательно будем формировать уголочки в нашем мотиве. Раз, два, три, 4, 5 и столбик без накида. Первая арочка из 5. Далее раз, два, три, 4, 5. Вторая арочка из 5. И далее очень внимательно я выполняю арочку из 5. Раз, два, три, 4, 5. Накид на крючок и под арочку выполняю 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Раз, два, три, 4, 5. Арочка из 5 и столбик без накида. Далее мы продолжаем работу, и я выполняю 4 арочки из 5. Провязываем. Раз, два, три, 4, 5. Чуть-чуть побыстрее буду вязать, здесь все одинаково. Раз, два, три, 4, 5, 2. То есть вторая арочка. Раз, два, три, 4, 5. Третья. И раз, два, три, 4, 5. Четвертая. Далее раз, два, три, 4, 5. И накид. И опять же 4 столбика с накидом и так далее. Раз, два, три, 4 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение нашего 9 ряда. Точно так же, как и ранее, выполняю 2 воздушные и столбик с накидом. Провязали. Арочка готова. И мы можем приступить с вами к выполнению следующего 10 ряда. И 10 ряд у нас с вами будет последний. Я выполняю воздушную и столбик без накида под арку. Опять же арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И столбик без накида. Далее арочка раз, два, три, 4, 5 из 5 и столбик без накида под следующую арку. Далее у нас арочка из 5 с вами очень внимательно. Раз, два, три, 4, 5 накид. И под арку выполняем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Далее очень внимательно арочка из 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид и под арку 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4.
Далее мы с вами выполняем точно так же, как и с этой стороны, то есть арочка из 5. Раз, два, три, четыре, пять. Первая. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая. Будем считать, да, от этой арки. Это вторая. Далее раз, два, три, четыре, пять. Третья. И раз, два, три, четыре, пять. Четвертая. И последняя. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая. И здесь мы провязываем столбики с накидом. Раз, два, три, четыре. Далее арочка из 11 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. И опять же столбики с накидом. Раз, два, три, 4 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего последнего ряда, и после арочки из 5 воздушных я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. Мой мотив завершен. Я выполняю воздушную, ниточку обрезаю и по изнаночной стороне вдоль полотна убираю нить. И мы смотрим на наш красивый ажурный мотив сеточка, назовем его так. Вот такой нежный, простой и красивый мотивчик у нас с вами получился. И нам остается с вами рассмотреть, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет провязывания или выполнения последнего ряда вязания. И прежде чем продолжить нашу работу, давайте вот посмотрим. У нас уже есть с вами полотно. Я соединила мотивы за счет провязывания последнего ряда. И мотив, который мы с вами вяжем, видите, не завершен последний ряд. И именно за счет провязывания этого ряда мы будем присоединять наш мотив к полотну. В арочках мы будем воздушную петлю менять на столбик без накида. И давайте посмотрим, как мы это будем делать. Но прежде я хотела два слова буквально сказать. Смотрите, как из квадратного мотива можно выполнить асимметричный мотив или вообще круглый мотив. Вот видите. Это очень удобно, если вы будете, допустим, край полотна делать именно не квадратный, да, вот не ровный, а именно полукругом. Будет интересно и необычно получаться. Смотрите, буквально два последние ряда нашего мотива. С двух сторон мы с вами будем провязывать, как мы выполняли. А с этой стороны мы в двух последних рядах заменяем наши вот эти группу столбиков просто на столбик без накида. И у нас с вами получится вот такой интересный асимметричный мотив. Видите, одна сторона у нас полукруглая, а с этой стороны мы присоединяемся к нашим квадратным мотивам. Экспериментируйте, а мы с вами будем присоединять наш мотив. И мы начинаем присоединение вот с этой арочки. В нашем мотиве по узору идет тоже арочка из 11 воздушных петель, и мы провязываем с вами 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5. Шестую воздушную петлю мы заменим на столбик без накида. Для присоединения и удобства мы вот таким образом наши мотивы берем. Видите, хорошо видно изнаночка к изнаночке. И арка. Мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петлю
Вот хорошо видно, да, наша 6-я петелечка. Столбик без накида. Можно с этой стороны проверить. 1, 2, 3, 4, 5 петель остается. То есть это центральная петля из 11. Далее 1, 2, 3, 4, 5. И по узору мы выполняем 3 столбика с накидом. Ой, прошу прощения, 4 столбика с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее у нас будет арочка из 5. Мы выполняем 2 воздушные. Третью воздушную я заменяю на столбик без накида. Под арку ввожу крючок, столбик без накида. Далее 2 воздушные. И здесь у нас все идет по узору. Возвращаемся к нашему мотиву. Столбик без накида под арку. Далее 2 воздушные. Наш мотив готовый. Столбик без накида. 2 воздушные и возвращаемся. Поскольку у нас тут с вами арочки из 5, все будет вязаться одинаково. 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. Мотив, который мы с вами вяжем. И вот смотрите, да, наше соединение. Мы сейчас провяжем с вами немножко и посмотрим, что у нас получилось. 2 воздушные и столбик без накида. 2 воздушные и столбик без накида. 2 воздушные и столбик без накида. И внимательно 2 воздушные. И у нас здесь в готовом мотиве видно хорошо, да, 4 столбика с накидом. И мы провязываем в нашем мотиве 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. Далее у нас идет арочка из 11, которую мы заменяем. И давайте сначала посмотрим, что у нас получилось по присоединению одной стороны. Вот она уже практически готова, да, осталось присоединиться в нашу петлю, куда мы с вами уже присоединили мотивы. Воздушную петлю я имею в виду. Вот видите, хорошо видно, идет присоединение нашей стороны. И с другой стороны у нас будет то же самое. И теперь будем присоединяться в воздушную петлю, куда уже присоединены мотивы. Столбиками без накида, напоминаю. И мы разворачиваем поудобнее. И как и ранее, мы заменяем нашу арку. 1, 2, 3, 4, 5 на 5 воздушных. Далее у нас будет столбик без накида. И вот хорошо видна воздушная, куда мы с вами провязывали уже столбики без накида. Опять же, я ввожу крючок с изнаночной стороны и провязываю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5 накид. И я возвращаюсь к моему мотиву, который я вяжу. Давайте выполним 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее давайте возьмем поудобнее. Опять же 2 воздушные и переходим на присоединение к нашему другому мотиву. Видите, я ввожу крючок под арку из 5. Вот мотив, который мы с вами вяжем. Опять же, изнаночка к изнаночке идет. И давайте я начну присоединение, вы продолжите самостоятельно. Столбик без накида, 2 воздушные и под арочку столбик без накида. 2 воздушные и наш мотив готовый. Видим, да, столбик без накида.
Опять 2 воздушные и столбик без накида. И я останавливаюсь, как я уже говорила, смотрим, что у нас получилось. Вот наше соединение с одной стороны. Далее присоединение в центр. И перешли на присоединение уже к другому мотиву. Далее мы так довязываем до нашей большой арочки и повторим присоединение к этой арке. Я выполнила присоединение за счет арочек из 5 воздушных, и остается у нас с вами большая арочка из 11. Как и ранее, я провязываю 5 воздушных. Давайте возьмем поудобнее и выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Шестую я заменяю на столбик без накида. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша шестая воздушная петля. Я ввожу крючок, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика с накидом. Прошу прощения, 4. Почему-то мне всегда хочется провязать 3. 4 столбика с накидом. И далее вы завершаете выполнение мотива самостоятельно. И мы посмотрим, что у нас получилось. Нам остается с вами завершить мотив и ниточки убрать по изнаночной стороне. И мы посмотрим, что за полотно у нас с вами получилось. Видите, вот такое присоединение. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простые мотивы. Я их назвала мотивы сеточки. Несколько рядов, и вот такая красота у вас готова. Также мы рассмотрели, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет выполнения последнего ряда вязания. И вот видите, так край изделия будет у вас смотреться, если будет мотив квадратный. И так край изделия будет смотреться, если мотив будет асимметричный. Да? С одной стороны вот мы с вами присоединили здесь. Далее здесь присоединили 2 мотива, да, и край у нас получился округлый. Экспериментируйте. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы используете такие мотивы. Великолепно будут смотреться, если вы их скомбинируете с сеточкой или просто скомбинируете вместе с полотном из столбиков. Нежно, красиво и очень-очень просто. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Спасибо за ваши лайки и, конечно же, огромное спасибо за ваши комменты. До новых встреч и творческих вам успехов!